flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff links, something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Так, ну что, ребята, всем огромный привет. Все, наконец-то я попал в этот райский уголок. Это Кронштадт, и здесь дамба. Мы стоим прямо там куча всяких портов питерских. Сейчас поедем с ребятами. Это, кстати, Диман. Кто не знает, все, ну, я думаю, что все с чатика с нашего знают Диму. Это еще один Диман, который, можно его назвать Диман 20 киловатт. Поэтому качаем и отправляемся. И сегодня интересная система. Смотрите, первый раз такое вижу. Это поворотный механизм для САПа. Вот с такой ручкой. Супер огромный САП. А еще на нем стоит двигатель на 20 киловатт. Я его еще ни разу не тестил. Но посмотрим. О, кстати, стало тихо. Нормально. Можно нормально разговаривать. Тебе надо по новой перезаписать. Сколько, кстати, PCI? 15. Сколько? 15. 15 какая-то. Ну, он так. Слушай, ну это вот нормальная штука, она устойчивая. Это типа полус-сап-каяк, да, там что-то такое. Да. Нормально. Реально на таком, Кать, можно лезгинку танцевать. Здесь даже, видишь, это членомер даже, насколько ты крутой. Ты подходишь, типа, блин, такой, а чё ты, как, у кого длиннее? Ты как сразу, 80, блядь. Все, вопросов нет, Диман. Да. А вот эти Всё. боковушки до скольки PCI? Тоже? Они, кстати, наверное, меньше, да, я думаю? Или их так А просто здесь прописано, вот смотри. чисто символически? 5 PCI написано. 0,33 бара. Ну да, они такие. Чисто символически. Все, кайф. Знакомое крепление. Блин, он такой большой. Этот движок вообще толстый, просто капец. Ну, 90 миллиметров диаметр. И магниты капец тугие вообще. Ну, я собирал такой, но сам лично не ездил. Сейчас будет первый тест, и Диман поставил новый контроллер. Какой контроллер ты поставил? 100-400. 100-400, он на сколько ампер? 400 при 84, по-моему. Такой. И батарея 20 С, да? Да. Литион? Ага. 84 вольта. Все по красоте, VX5. Поворотный киль, конечно, удивляет. Хорошо поворачивает? На малой скорости прям хорошо, на большой сопротивление. Он уже не справляется, да, его, то есть вода. Вода его уже сносит, так сказать. А наклонами поворачивает эта доска вообще или нет? Да. Ну вот эти маленькие киля, наверное, более прямоходность дают большую, да? Я как-то не заметил большой разницы. А это что за провод? Эхолот. Эхолот? Нифига себе. А он у тебя что, с дисплеем каким-то? Да. Нифига. А он рыбу показывает или просто Ну, должен рыбу глубину? показывать. А, ты еще не тестил его? Пока да. Не, ну вот это вообще, конечно. И разъемчик. Нифига. Это сколько ампер разъем? 200. 200, офигеть. Так, ну а здесь что это, 70-165? Нет, 65-161. А ты 70-165 же вроде... Он так и лежит с прошлого мая. А, ты его еще не собрал? Ну, мне тоже нравится больше 6 киловатт, но он как бы такой 65-220, мне прям вообще нравится. Ну, а здесь вот такая, ребят, система, бананчики. Получается, вставлены в SP-16. В SP-16. И кастомный крепеж. Вот это металл. О, смотрите, это под US-бокс как сделано. Ну, это не Xbox. Это EasyLock крепление. Это на защелке, которая кликовый, да? Да не надо. Ну, короче, типа похож на Xbox, но здесь он защелка снизу есть. Он типа быстросъем такой. Ага.
А это просто, чтобы ее, ну, страховало на скорость к базе прикручено. Ага. Потому что штатный там крючок вот здесь вот есть. Ну, с кайфом обтекатель. Вот, кстати, Диман меня просил, я ему сделал такой. Я тут его опробовал, катал по водорослям, и я его сейчас только что снимал. Потому что в целом он хорошо справляется. Ну вот у меня вот сюда чуть-чуть набилось, немножко, но в целом он очень помогает. Ну, вообще этот винт под водоросли специально предназначен. Он нормально должен себя показывать. Сколько у тебя максимум ты разгоняешься? На 4000 кило? 27. Ну у меня сейчас экран стоит 4200, по-моему. Ну 4200, да? 4200, там 4500 обычно я катаю в долгую. И это 6 дюймов, да, или 6? Да, 6. Причем это 6, которые реально 6, потому что в прошлом году они продавали 6, а он был чуть больше 6, но меньше 6,25. А вот Алекс тоже заметил, наш амбассадор, что шестерки, которые в этом году продавали, они реально были прям 6 дюймов вот, по размерам, он чуть меньше. А сопла у тебя нету, вода нормальная? Отлично, от 10 километров в час вообще залетаем. И... А то я что-то как-то делал без сопла, по-моему, плохо. Типа, еще у меня 3 метра же эта фигня. И этого хватает обычного сопла, ну, как наборника, чтобы прокачивать воду. Ага. Ну, прикольно. Круто. Короче, ребята заряжены на самом деле у меня. Я всем делаю, но у меня лично нету нормального мотора. То есть у меня есть какие-то там 70-165, которые у меня в непонятном, непотребном виде находится. Он более в тестовом таком, в боевом режиме, потому что я всегда что-то новое тестирую. И сейчас, кстати, флипскайфцы прислали мне новый мотор, который вот с этим водометом, на обзоры с контроллером, не помню каким точно. Поэтому тоже скоро будем тестить с этим непотребным моим ящиком. А ты фонты на нос тоже ставишь, да? Да. Потому что сзади его задирает и скорость очень сильно теряется. Угу. Но это надо переносить свой вес тогда, да? Ну да, даже это совсем мне приходилось давить на нос, чтобы у меня... я надавил на нос, у меня скорость с 10 км в час поднялась до 17. Ой, якорь прям такой Да. тяжелый. Якорился уже, нормально работает, да? Так суть в том, что я должен его сначала поставить, потом припарковать, перенести тяжелейший этот чемодан, поставить и уже после этого кататься. Это у нас разъем температурного датчика или эхолот это? Это эхолот, температурный датчик уже сюда встроен. Где он-то? Вот в этих двух пинах? Да. Ну, понятно. Эхолот! Вообще. Не, ну вот это, ребят, это вообще заряженная прям гонка. Я не знаю, посмотрим, гонка или не гонка. Но это прям серьезный аппарат, такой рыбацкий уже. Прям вообще. Кстати, Диман, он тоже ставит наперед свои ящики. Всегда на это. Но, не знаю, я наперед не ставлю, потому что на море обычно трясет. На волнах. Трясет, да. На волнах этот ящик подпинывает. Да, есть такое. И я из-за этого никогда его не ставлю наперед. А так, если вода гладкая, сегодня, кстати, это же залив. Ветра нету, хорошо штиль. крепить, а так, да, есть фигня, что... А зачем тебе холод? Глубину смотреть. Она насколько у тебя шустро работает? Ну, то есть ты прям будешь ехать 20 там, или 30 км в час, у тебя будет, думаешь, показываться фактическая скорость или как? Ну, Не, мне глубина скорость, интересна. Глубина прям? Да. Ну, то есть ты типа успеешь среагировать, если там вдруг этот водолаз, например, да, там? Ну не знаю, покажет ли он водолаза. Короче, не придется. Так, а ты тестил это вообще, насколько это, ну, юзабельно? Пока нет. Я только в речку опускал это. Эхолоты все, они больше для того, чтобы, ну, поспокойнее. Там разъем не тот. Возможно. Сейчас посмотрим. Это же типа удлинитель его. Так, а вот здесь вот такие достопримечательности. Вон маяк. Вот такой форт. Вот такой вот форт. Чумной, да, называется? Форт Боярд. Даже, говорят, там игры типа Форт Боярд проводились. Вот такое сооружение. Винт там отвалится. Ну да, на всякий случай весло. Ну, я им, по сути, никогда не пользуюсь, оно просто есть всегда.
пристегнуто вот так вот на быстрых этих замках, да, там. Угу. Че, глубина есть? Ну, вот здесь камешки. Так и есть, да. Сейчас я сапоги одену, встану на камень. Тут, повторю, камни очень скользкие. Я ни разу не падал, но... Да, маленький как-то поудобнее таскается. Ну да, я поэтому на воде как-то стараюсь это делать всегда. Че, тебе помочь? 45 килограмм удовольствия. Ой, я вас не знаю. А это что, 116 ампер-час, что ли? Вот почему я больше за пляж. А, Вот он, ты подходишь к САПу, ты хреначишь. угу. Сейчас будем думать. Нет, я официально заявляю, если кто-то из них утонет, я не буду его делать. Считай, как этот полноценный пассажир. И ты прям на нос ставишь, да? Ну да. Ну, что-то мне кажется, на разрисовочке так же. Нет? Ну я попробовал тогда, говорю, скорость сильно потерялась, поэтому я вот решил. Ну, в принципе, кабель длинный, можно же всегда его назад поставить. Ваша гигантомания ненормальная. И линейка ваша тоже. На доске. Близко, нет? Все. Вот Диман просто уже на изи, на опыте. Вообще. Сейчас здесь уже подключусь. Заправлю боты. Like me, rocking boots and white tee. Designer on my cuff links, something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Нихера его как колбасит. Судно. Оно прям складывается. The sun still shines, a full cup and some peace of mind. All blue jeans, no fancy plans. A good day sitting in my hands. Happy is this happy done. It ain't about what you get. It's about how you love. Laughter, go on. Диман вообще уверенно идет. Is this happy done? Так. Some folks chase a pot of gold, but joy is right here if you break the mold. A hand, a heart, a Скорость не Sunday отображает. breeze. Так, что говоришь, скорость не отображает? Ну, GPS глушит, наверное. Типа сейчас я еще раз проверю настройки. А сколько ватт было? 10. Мне кажется, у тебя ящик сильно спереди. У тебя он вообще видно, как воду прям это. Если его открепить, конечно, можно его поближе. Типа. Не, ну Но да. на скорости он прям хорошо. Ага. Поэтому я, может быть, бы и не стал что-то менять. Ну, давай так попробуем. Никаких сбоев не было? Нет. 10 киловатт четко, да? Да. Ну, это номинал, а ток какой стоит? Ток у меня 330, по-моему, Обратно ты их поведешь. Обратно вообще ставить Не, ну вообще да? надо через лишь, конечно, было цеплять. Нормально. Мы куда едем? Давай на самый ближний ход. Вот этот? Нет, вот тот. А, тот. Я бы на маяк съездил, но до маяка, блин, далековато. У вас оставил, блин, свалить.
Ну вот с лишним норм, он не растягивается, кстати. Скажи ему тогда, чтобы он на обратную дорогу. Ну, обратно, да. И для рымов плохо, что такая короткая сцена. Все, батя на доске в деле. Так, вы только не дергайте, потому что меня сразу... Я упаду. Ну ты сам контролируй. Вырезается, когда ты тормозишь, вырезается. Сколько скорость? А у тебя ловит GPS? Не, а у меня сейчас стоит все. У тебя прямо вода там так жестко захлестывает, да? Да, блин, а что у тебя вода-то там стоит в доске? А потому что у него он клюет носом. Ящик, На хвост назад сядь. там. ящик, наверное, надо смещать Ну в и центр. не, если ты на носу, садись вообще на хвост подальше. Она все равно будет уравновеситься. Вот так, наверное, да. Тебе как бы нос нагрузить и не надо самому, потому что чемодан большой. Ну вот это уже дело, смотри. Я бы еще даже там двигался. Ну да, вот так получше. Глубину смотрел? Нет, я делал. А, Если ваша вечеринка будет похожа еще раз как на эту, не зовите меня. Там пристань справа, а туда причаливаем, денег даем, не знаю сколько, но я косарь взял. Как говорит Серега, он говорит туда, на тот. Диман. На тот кричал. Какой? Ты что, вторым катером догоняли? Нет, слава богу, ветер был, как раз к углу подогнал. А, да ладно. Да. То есть это не привязали, да? Повезло, они привязали к лодке очень плохо, да. Пошли Привязал. гулять. Так, ну что, Диман, у тебя как там? Все в порядке. 10 киловатт скорость поймалась? Ну да. спутники? А, нет, не Не поймались? Глушит тут, короче. Вот такой форт. А как называется это место? А вы тут смотрящий. Ну, скажем, Хранитель. хранитель. Понятно. Третий сезон работаю. Вот. Ну, как работаю? Мгм. Больше здесь отдыхаю, на самом деле. Мгм. Просто живу в центре, а здесь... Ну, То, как, что как, надо. как в такой локации не отдыхать? После Тут центра, даже да. просто приезжаешь, уже начинаешь отдыхать. Это рай, да. А за отдых еще и денежки платят. Мгм. Мало С просто. кайфом. Да. Так, заходим в заброшку. Проверка акустики. Тут можно делать вечеринки. Да, кстати, Диман специалист по вечеринкам. Звукорежиссер. Ничего не видно. Но прикольно. Смотрите, какое место классное вообще. Бля, ой, что-то я тут на что-то напоролся уже. Фонарик есть у кого-нибудь вообще? Ой, тут это в луже. О, дети там занимаются разведением. А здесь, видишь, Подъем. было пушки же наверху стоят. То есть вот здесь вот защищенное сооружение, чтобы если попадают снаряды, чтобы здесь не детонировало. А здесь отсюда грузили и подъемником поднимали пушки наверх. Там, соответственно, заряжали и стреляли. То есть как бы здесь вот были хранилища для снарядов. Мы аккуратнее. Мы сейчас наверх поднимемся, на цельное орудие посмотрим. Пойдем. А здесь видишь эти штуки, зачем сделаны? Это поворотные кольца. То есть тележка подъезжает, и она рельсы разворачивается. Ну, короче, да, вот так получается. Подъезжает, разворачивается. И вот здесь заряжает. А куда? Направо, налево надо было идти или прямо? Так, короче, у меня память села. Кончилась. Я поэтому иду один. Ничего не видно. Ну, наверное, не туда. Наверное, наверх подъем где-то с другой стороны. Так,
поднимаемся наверх. Вот такие пушки здесь. Ну как, прикольно? Ага. А вы где поднимались? А мы по той лестнице, они с двух сторон. А, ну я вот здесь. Я просто думал, что там с этого подъем есть. Я прошел везде и нигде не нашел Я лестницы. нашел, там вспомнил, там слева, видишь, левая крайняя, там какая-то типа экспозиция, там сейчас группа какая-то пошла, ну там обратно. А там картины я Ну зашел. да, что-то такое, ничего интересного. Да. Ну, в общем, видишь, эти форты удобны тем, что они реально очень близко. То есть ты до них доплыть вообще изи. Они не такие, конечно, ну, масштабные, как там, вот вы смотрели, мы в Кронштадте видели, с бухтами, да, там форты мощные, которые значительно больше. Но зато здесь ты вот даже на весле, что здесь плыть? Ну, здесь сколько? Здесь километр, наверное, максимум, да? Ну, Да меньше Да даже. меньше, ты что, Ну, вот максимум километр по прямой. Ну, И, вот оттуда, откуда как стартанули. бы, в погоду, когда штилек, здесь... Вот отсюда, ребята, стартанули. А ты был тут? Не. Вот даже местные ребята не были здесь. Прикольное местечко. Но это только начало нашего пути. Наверное. На Форт Боярд тут охота съездить. Ну, блин, туда на буксире ехать не очень хорошо, потому что там уже корабли начинают ходить, фарватер проходит, по-моему, сразу за фортом с той стороны, прям практически вплотную фарватер проходит. И туда, конечно, мы сгонять можем, но надо кого-то вытащить спичку, кого мы выгоняем из нашей, знаешь, как это... Я вот хочу поучаствовать, кстати, в шоу «Остров», у меня еще подруга говорит, которая на СТС, на одно из шоу это последнего героя, я же вам рассказывал, по-моему. Типа месяц там на острове, выживаешь туда-сюда, и там они же все время кого-то выгоняют, вот я предлагаю кого-то выгнать, носа поставить. Ну давайте спичку делать. Что Кто-то остается здесь, да? Там фортов же много, которые вот в таком доступе условно, которые не музейные, да, как я люблю. Так, ребят, ну что, 20 киловатт, 45 килограмм удовольствия, 116 ампер-час. Попробуем? Нравится, да, на пути там тоже информация, скорость заряда аккумулятора, температура. А что, у тебя блокировки нет, что ли? Нет. А что за звук? Нормально все? Да. Так, пробуем поворачивать. Ну, поворачивает вроде. Немножко вот так. Ну что, погнали? Сейчас 1000 ватт. А это у нас low режим, да? 2400 ватт. Режим L. Переключаем на хайк, чтобы сразу до конца, да? Десять киловатт. Едет? Так, в принципе, даже рулит. Скорость, блин, не ловит. 8 киловатт. Да, но на своих волнах, конечно, такое себе. Но идет нормально. 95. Что там по температуре? 42 градуса. А, температура мотора 45. Ебать, это что там было? Ребят, ну судно такое прям большое, ощущается вообще норм. Блин, нормально так валит. Полный. Так, сейчас маленечко такой смертельный номерок. Так. Ну, без
чувствуется прям вот этот вес. Блять, даже на волнах как-то это. Так, мотор 50, контроллер 35, нормально. У нас волны как от катера создаются. По своим волнам. Бам-бам-бам, вот. Ну чё, последний разочек дуну. На 10 киловатт. Скорость хрен знает какая, конечно. Так вот, сейчас чуть-чуть развернемся и в обратно. Ну, блин, это прям гварда. Огромная, ребят. Так, попробуем повернуть. Ну, зато вот эти так стоит. По скорости не знаю. Ну, 20 с чем-то. 20 с чем-то едет. Сейчас в обратку поедем. Ребят, у меня одежды нету даже сменной, поэтому не знаю. Что по температурам? 57 движок. Ой. Что-то сломалось. Походу винт отлетел. Да. Винт отлетел. Винт отлетел? Ладно. Как? Я не знаю. Может, втулку провернула? У меня втулка есть запасная. Я не знаю, ну слышишь? Ну-ка, погоди, стой. Винт есть, вижу рыжая. Винт есть. Провернула? Я думаю, да. А, ну да. Провернула. Берегу весло-то есть? Есть. Ну я это. Оно маленькое. Ну ты, можешь, меня дотащишь. Сейчас начинается. Так, ребят, ну что, вот так, как есть. Втулку, наверное, провернула. Шлицевую. Ну что, втулку провернула, винт на месте, оказывается. Вот потихонечку еще идет. Совсем чуть-чуть. Идем ремонтироваться. Я что-то поздно камеру включил. Короче, чё, ну, блин, вот это вот уже едет реально как лодка. Ну, он большой, такой прям чувствуется тут вес. Круто. Да, слезала шлицы. Диману я напечатал втулку, но, блин, для такого двигателя не подходит она. Винт на месте, едет потихонечку, поэтому, ну, ребят, ну такое бывает. Сейчас будем это ремонтироваться. Ой. Вообще за Форд как? Форд Travel сервис. Идем восстановить поработку с сохранением то, что осталось. Башня, и могли с той стороны видеть, одна небольшая часть крепостной стены. Башня откапывается, обкапывается, этажи восстанавливаются, маяки ставятся, потому что огромная трещина на всю башню. Ну, в планах все-таки восстановить до менее аварийного состояния. Вот наверх уже туристов. Я смотрю, тут на берегу кирпичей это все с этого. Это все Форд. Весь Форд, короче, все, что разрушалось, все стало пляжем. Вот та вот гряда, это тоже вот оттуда шел тоже Форд. Да больше там ничего нет. А что там было?
Одну из крыльев. Нет, перед был с той стороны. А вот это что там было? А здесь был сам остров, здесь произошел взлет. Ничего себе. Даже видите, не осталось острова. Да вообще офигенно. Я только к тебе же приехал, Угу. только к тебе подъехал. Думаю, давай мы на твою эту Инста-360 Ага. снимем вдвоем, как мы гоняем. Ну, потому что я так прикинул, что ты по факту ехал там, ну, где-то четвертак, наверное, не больше. Я подумал, Да, 20. я, наверное, смогу ехать с твоей скоростью. Угу. Думаю, с одной камеры будет ракурс клевый. И тут Но. ты такой мне, Дим, Все. не друг ты мне больше. Я пропеллер сломал, видимо, с тобой не кататься. Да. Ох, Так, ну этот маяк вон уже совсем близко. Буба! Форт Павел Первый. Так ее все, она развалится скоро. Смотри, какая трещина. Да, я вижу. И зачем Пошла. останавливаться? Тут уже ничего не Слушай, устанавливается. я посмотри, как вот тот кусок, смотрите, на камнях, каменный такой, да, и стоит. Вот это верхний, где флаг, вот там же, блин, мраморная такая штука, а стоит на каком-то дряхлом кирпичах. По сути, она вообще, не знаю, может, такого надо. Ну давай, Давай покажи. тут сами мы тебя снимем. Давай что-нибудь замути. Или сгазани просто. Давай-ка я вот оттуда разгонюсь и попробую развернуться на тебя. Сейчас кроксы выпадут. Все, погнал, давай! Поближе ко мне только, чтобы видно было хорошо. Нифига. То есть вот опорная нога раз, два, три. Не круто. Меня круто, и погнали дальше. Это непонятно. У меня вот там поплохнее фарватер показывает. Ну все, погнали. Я могу даже за веревку взять, вот так. О. Как вы видите, кстати, удобно. Yeah, can't booty flexing cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rocking boots and white tee. Designer on my cuff, ring something like a mobile. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Так, ну что, друзья, на доске, на Димановской доске. Вот это нормальная доска. Вот. Сразу чувствуешь, едет нормально. Что-то там 4000 ватт. Поворачивает хорошо, прям так, вообще. Прям сбалансированная сборка. I am waiting for a bus at the end of the night under street lamp, red face flame by the light. I'm going away, I'm gone away, I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day. Так, ну, запись пошла. Я готов. Ты готов? Да. Так, подожди, ставлю ее вот так. Ну что, на счет 3? Давай, готов. 1, 2, 3.
что, на счет 3? Раз, два, три. Бля, давай еще раз. Давай. Раз, два, три. Там так очень еле-еле. Все. Так, ну что, сегодня, в принципе, все, завершили. Полноценный день не хватит уже. Да. Сниматься. Проходит неудобно. Ты вставил Как это, езлок? ЕЗ-лок. Езлок. Вставил, и тебе нужно вот эту штуку закрыть, но здесь неудобно, я ее подцепляю, закрываю. Она, видишь, вот эту часть закрывает. Ну, разумеется, конечно, это очень быстрый крепеж, но так как у тебя нагрузка сюда, у тебя вся нагрузка приходится вот на эту штуку. Поэтому у меня вот эта страховочная стоит, которая ровно... Она не выдержит, эта защелка, однозначно. Ну, я пару раз катался, и она типа держит. А это тебе на лазере вырезали или на чем? Почему? Я сам это все делал. А, ты болгаркой резал? Болгарка резал. А. Вот это круг, который с торца здесь, ну там металл, пятак круглый, я делал на угловырубной машине, потом вытачивал, мне приваривали. Который, видишь, вот этот металл-то приварен, потому что я тебе ступеньку просил сделать. Вот эту, потому что там круг. В него мотор вставляется, это я сам делал. И в целом я доволен. Закончили сегодня тест, да? Ну как, 10 киловатт, в принципе, едут, но большой вес, большая лодка. Не знаю, на маленьком САПе с маленькой батарейкой, наверное, 30-35 точно будет. А так, едет мощно, конечно, мне понравилось. Нормально? Вполне. Вот, поэтому, что, ставьте лайки, подписывайтесь, конечно же. Всем отличного дня. Flexing cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me. Rockin' boots and white tees. Flying on my cuff links. Looking like a mobile. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping.